Сегодня время подвести промежуточные итоги прошедшего мятежа. Итоги не финальные. Финальные итоги таких событий иногда подводят историки уже лет через 70. Но что-то понятно уже сейчас и вполне однозначно. Итог первый. Мятеж не был подавлен. Путин сам в этом признался. В своем странноватом обращении позавчера вечером он сказал буквально так. Мятеж в любом случае был бы подавлен. Формально это признание. Никто и ничего не подавлял. Что по-настоящему удивительно. Вооруженный мятеж – жанр для человечества привычный, старый как мир, а главное, очень консервативный. После окончания событий всегда ясно, кто победил. Потому что проигравшая сторона уезжает в самую глухую темницу до конца своих дней. И это еще если режим либеральный. Но гораздо чаще бунтовщики украшают своими телами центральные улицы столицы, которые они пытались захватить. Мятеж – это игра с предельно высокими ставками. В случае победы ты получишь восхитительный приз – власть. Но если проиграешь, то никакой политический режим, хоть трижды конкурентная демократия, хоть самый бесчеловечный тоталитаризм, тебе попытку переворота с рук не спустят. Неважно, сколько в стране прав и свобод, но мятежники должны быть наказаны. Наказаны показательно, наказаны максимально жестко, чтобы другим было неповадно. Потому что если власть этого не сделает, если выяснится, что вооруженный мятеж – это не игра, в которой ставкой является жизнь, если обнаружится, что можно устроить бунт, а потом сдать задом и не понести за это никакого наказания, то это просто приглашение всем желающим испытать свои силы. Главное, что можно сказать о Пригожинском мятеже, мы до сих пор не понимаем, кто в нем одержал победу. На каких условиях случился договорняк. Мы знаем одно – мятеж не был подавлен. Бунтовщики были совершенно официально прощены. Их предводителю были даны некие гарантии, а рядовым участникам предоставлено аж 3 варианта на выбор – вернуться домой, уехать в Беларусь или вступить в регулярную армию. То есть бунтовщикам, стрелявшим в регулярную армию, в спину своим братьям по оружию, как выразился Путин, предложено вновь вооружиться и воевать вместе с теми самыми братьями, в которых они стреляли. В отличие от самого факта мятежа, вот эта штука абсолютно беспрецедентная. Государство, или то, что от него осталось, и взбунтовавшийся Вагнер просто разошлись при своих. Если вдуматься, то по итогу перед нами крайне удивительная и совершенно необычная оферта. Если ты выйдешь в одиночный пикет с плакатом, то разговаривать с тобой никто не будет. Тебя просто отправят в СИЗО и, возможно, еще и покалечат. Но если ты выйдешь в пикет с танком, то российское государство будет искать с тобой компромиссы. Получается, верная форма политического протеста в России – вооруженное восстание. Даже если оно не достигнет цели, государство с вами будет как минимум разговаривать. И, как мы теперь понимаем, даже не накажет. Таков первый политический итог. Бунт никто не подавлял, с бунтом договорились. Причем договорились с помощью иностранного государства. Да, российские власти на своей территории вели полноценные трехсторонние переговоры, первую скрипку в которых играл Лукашенко. Жесточайшая историческая ирония. В России происходит ровно то, что Путин проворачивал или хотел сделать с Украиной. Захват Ростова группой Вагнера до деталей воспроизводил аннексию Крыма. Поход Пригожина в сторону Москвы с полным параличом государственного аппарата – это, по сути, то самое, что хотели сделать с Киевом 24 февраля прошлого года. И, наконец, Путин дожил до собственных Минских соглашений, где государство и вооруженные бандосы – равнозначные стороны переговоров. Итог второй. Все силы государства и его пропаганды брошены на то, чтобы создать иллюзию, будто ровным счетом ничего не случилось. Сегодня старательно продвигается такой тезис. Будто Путин полностью контролировал ситуацию. У Пригожина ничего бы не вышло и так, и он, понимая это, был вынужден развернуться и убраться. Рассказывать эту удивительную историю, пребывая при этом в лютой панике, пытаются сразу все. Виктор Золотов, глава Росгвардии, о котором мы почти забыли с началом этой войны, объявлен с какого-то фига спасителем Отечества. На вопрос, почему Вагнер безо всяких проблем и препятствий прошел за несколько часов больше, чем вермахт в 41-м за несколько месяцев, Золотов простодушно ответил, мол, Росгвардия была занята подготовкой к обороне Москвы. Что вот Москву-то уж точно отстояли бы.
Как бы они обороняли Москву в пластмассовых доспехах против танков – вопрос второй. Мы видели, как они это делали по дороге на Киев. Но суть в другом. Глава внутренних войск прямо говорит, что в принципе ничего помимо Москвы оборонять никто и не собирался. Что у Пригожина не было шансов взять именно столицу. А вариант, что он закрепляется западнее МКАДа и объявляет суверенитет десятка областей – это вообще не проблема. Кто там заявлял, что Путин никогда не сдаст Крым? Кто там воображал красные линии вокруг Донецка? Москву отстояли, значит, все в порядке. Такой теперь правильный ответ. Говорят еще, что предотвратили гражданскую войну. Но это уж совсем слабый аргумент. Для гражданской войны нужна вторая воюющая страна, а мы ее как-то не заметили. Нормализация – это вообще фирменный прием нашей политической машины. Не нужно говорить, что чего-то не было, страшных смертей от ковида или жутких последствий войны. Нужно просто всем внушить, а что такого? Ну, где-то гибнут люди. Ну, не вы же гибнете-то. Ситуация стабильна и под контролем. Пейте свой апероль и не отвлекайтесь. Наш сильный лидер вновь показал свою силу, не дав ни единого шанса смутьяну. Только в данном случае с этим очень плохо сочетаются трясущиеся руки и избивающийся голос, которые гораздо сильнее напоминают бунт ГКЧП, чем искомую стабильность и норму. Третий итог – зависимость от окружения. Система попала в парадоксальное положение. С одной стороны, спецслужбы, которые умудрились прохлопать мятеж, Росгвардия, менты и армия, которые никак ему не противостояли, абсолютно весь силовой блок, который оказался ни на что не годен. Фундамент режима, на который не жалели денег, которому раздавали полномочия, которые любили и целовали. Вот этот фундамент в тот единственный случай за четверть века, когда и впрямь он понадобился, просто ушел из-под ног. С другой стороны, Путин не может примерно наказать своих ненадежных силовиков. Напротив, теперь он зависит от них еще сильнее. Да, эти люди коррумпированы, некомпетентны, они трусливы и никчемны. Но благодаря этим своим качествам они Путину все еще плюс-минус лояльны. Просто потому, что без Путина они вообще никому нафиг не нужны. Именно поэтому Путин уже 2 дня рассыпается в благодарностях людям, которые вообще ничего не сделали. Такая теперь добродетель. Вы ничего не сделали, бунт не подавили, но хотя бы к нему не примкнули. Это большая проблема любых авторитарных систем. Автократ, конечно, самый главный начальник, но он не вполне начальник своему близкому окружению. Он не может никого уволить за некомпетентность или коррупцию. Он вынужден окружать себя только предельно лояльными людьми, которые при этом полностью от него зависят. Потому что любые другие люди, особенно если они компетентны, с хорошей репутацией и без богатой уголовной истории, рано или поздно его скинут. Когда же этому автократу показали, что власть его держится на чистой пустоте, что войско размером с одну мотострелковую дивизию с легкостью может перехватить контроль в стране, а страна отнесется к его свержению с полным безразличием, в этой ситуации роль тех, кто хотя бы оказался рядом, хотя бы просто смолчал, выросла в разы. Совершенно бессмысленно ожидать сегодня даже те кадровые решения, которые были возможны еще неделю назад. Путин не может себе позволить никакие перестановки. Он не может добить и без того треснувший статус-кво и попортить настроение своему окружению. Они и без того в стрессе и напуганы. Они увидели шаткость своего положения. Будет нечто противоположное. Всем раздадут пироги и подарки. Для всех найдут новые поводы вспомнить, за что именно они любят своего вождя. Золотов объявил, что Росгвардия получит танки и тяжелую технику. Казалось бы, в России жесточайший дефицит военной техники. Танки буквально как в 1942 году на фронт едут прямиком с заводов. Армия на фронте жесточайше нуждается во всех средствах ведения войны. Технику Росгвардии можно дать только одним способом – забрать ее у армии. Вновь допустить ту же ошибку, что с Вагнером. Вновь создать ситуацию, когда в России минимум 2 военизированные силы конкурируют за ресурс. Но на это пойдут, потому что Золотов объявлен спасителем Отечества и самым верным штыком Путина. Потому что теперь его Росгвардия, которая не сделала абсолютно ничего, должна быть усилена. Результатом мятежа стало не только то, что никто из мятежников не понес ответственности. Не понес ответственности никто из тех, кто мятеж этот допустил. Все те, кто, по выражению Путина, едва не довел страну до гражданской войны, получат награды. Зависимость Путина от людей, которые вешают ему лапшу на уши,
информационный его вакуум, паранойя, закрытость в связи с этим бунтом не снизятся, а сильно вырастут. Ведь тот ночной кошмар, который он себе фантазировал минимум с первого Майдана, вдруг возник в реальности. И в этой реальности люди, которые ничего не могут, но хотя бы не идут сразу присягать Пригожину, единственные, кому он может доверять. Они могут теперь творить вообще все, что угодно, обманывать начальника как хотят. А начальник будет вынужден послушно снимать с ушей лапшу о сотнях подбитых леопардов и десятках разбитых НАТО, не имея не то что шанса наказать за это подчиненных, но даже шанса получить иную картину реальности. Ведь узкий круг станет еще уже. Итог четвертый и самый, пожалуй, главный. Впервые Путин не сумел скрыть свой испуг и свою слабость. Одно удовольствие сегодня читать западные СМИ, в том числе очень авторитетные, типа Washington-Post, которые 24 года изучают Путина со всех сторон, просматривают его прямо под микроскопом и лупами. И все им кажется, что есть у него какая-то идеология, какой-то образ России, что он Ильина читает, с Дугиным разговоры ведет. Или что он возомнил себя мессией, примерил на себя камзол Петра Первого, а главное, готов за всю эту чепуху идти до конца. И тут они впервые разглядели то, что все это время было перед глазами. Путин, сдувшийся до нуля старик, который вообще не понимает, что вокруг происходит, до ужаса боится и выползает на свет Божий только для того, чтобы нечто невнятно промямлить и вновь залезть в нору. Прям читаешь всю эту аналитику, и сквозит из нее неловкость. Столько лет люди сами себе внушали, что имеют дело с настоящим Люцифером. Вспомните хотя бы, как Путина изобразили в «Карточном домике». Там реально восставший из ада. С Люцифером, который имеет близкую к абсолютному поддержку общества. И общество это, если что, готово за него костьми лечь. В последнее это время как это распространялось прям. Степень разложения государственной машины и для нас-то стала некоторым шоком. Легко себе представить, каким шоком она стала для тех, кто сидит за границей и немного легче принимает свирепое выражение лица за реальную силу. Издалека проще бояться, действия подменять заявлениями, слушать угрозы и забывать, что они никогда не выполняются. CNN вчера сообщила, что американские союзники специально попросили Украину не устраивать никаких провокаций на российской территории в момент восстания Пригожина. Очень характерно, что до людей наконец дошло, что главная угроза – это не Путина спровоцировать. Главная угроза, если ядерная держава Россия посыплется, как карточный домик, если к походу мятежников на Москву прибавится вторжение куда-нибудь в Брянскую область. И замучается весь мир потом ядерное оружие это по удельным княжествам собирать. Судя по всему, одна из немногих сил, кто реально переживал за существование России как государства, когда по ней разгуливали бандиты с оружием, это тот самый зловредный блок НАТО. Блок НАТО, которому пришлось в один момент осознать, что Путин – это не сторона переговоров, в которые надо ходить на полусогнутых, а ни на что негодный воришка, который вот-вот потеряет остатки своей власти и создаст им кучу проблем. Должна была начаться большая война в Европе, чтобы до западных контрагентов дошло. Путин – это нелегитимный участник международных отношений, пусть и проблемный. Путин – это зло и угроза. Но день за днем они продолжали себя убеждать, что зло это неизбежное и заведомо непобедимое, что он плоть от плоти Россия, что нужно исходить из того, что путинский режим навсегда и придется с этим жить. Теперь же, что Запад, что российские граждане, что российские элиты не могут не понимать. Путин предельно слаб. Его власть – одна большая иллюзия. Она может перестать существовать в любой момент. По самой нелепой причине, включая шайку оборванцев, решивших захватить Москву. И работать надо не на то, чтобы как-то снизить ущерб от этого зла, о чем-то с ним договориться. Работать надо на то, чтобы Путин ушел на условиях нормальных людей, а не любого нового Пригожина, который в нынешних условиях может возникнуть буквально из воздуха. Нет силы, нет лояльности, нет решимости, нет государства. Ничего нет. И никогда не было. Только теперь это стало очевидно. Хорошая новость в том, что это стало понятно Западу. А значит, есть надежда, что они перестанут по полгода думать, как бы не спровоцировать Путина поставками чего-нибудь для Украины или санкциями для дружков комнатного диктатора.
Плохая же новость в том, что поняли это и многочисленные вооруженные люди внутри России. Поняли, что у них открылось окно возможностей. Фантом власти исчез, а кроме него ничего и не было. Всем стоит об этом задуматься. До завтра.